Здравствуйте. Митинг или проверка покорности народа перед властью. Сейчас часто можно услышать в случайных разговорах людей в социальных сетях и в интернете, что необходимо выйти на митинг и показать волю народа. Мол, власть, увидев собравшихся людей, испугается и либо уйдет, или примет волю народа. Но так ли сильно власти мира боятся сбора людей, митингов и демонстраций? На самом деле ни власть, ни система, управляющая миром, не боится людей и их сборищ. Так же, как пастух, пасущий овец, или другой скот, не боится самого стада. Их не очень беспокоит и не волнует, что люди думают о них. И тем более той силы, которую люди собираются показать, собравшись вместе. Система управления миром, властями, религиями, да и самими людьми сама создает митинги и волнения для воплощения своих темных дел. Люди думают, что собираются и покажут свою волю и силу, а на самом деле их проверяют на преданность и покорность. Когда возникает вопрос о преданности людей, независимо властям или самой организации или по-другому системе управления миром создают условия для выхода людей на улицу. Вот, допустим, организация, управляющая миром, находящаяся в одной из стран, захотела проверить, как люди, проживающие, к примеру, в России, относятся к власти. Через своих людей во властных, силовых структурах дают команду оппозиции собрать митинг. Для этого им выделяют средства, информацию, финансы и ставят жесткие условия и сроки сбора людей и вывода их на улицу. При этом глава оппозиции знает, для чего этот митинг и для каких целей предназначен, и что будет, все сорвется. Оппозиция начинает через своих сторонников действовать, раскачивать людей в социальных сетях, через СМИ и другие сервисы. В результате получаем массу волны негатива, споров, оскорбления как обычных людей, так и власти. И в итоге сами выходы людей на улицу с требованиями и негативными действиями. Потом заказчики этого мероприятия смотрят, что было в социальных сетях, репосты, лайки, дизлайки, комментарии. Сколько людей вышло на улицу и их действия. А также отношение людей к этому мероприятию в других странах мира. Если много людей во всем участвовало, значит народ в этой стране и во всем мире полностью покорны и готовы на все ради тех, кто управляет миром, страной, религиями, принимаемыми антинародным законами. А если случится, что люди вдруг потеряли всякий интерес к оппозиции и их действиям, информации, распространяемой в сетях, СМИ, и к тому же не только не выходят на митинг. Вот тогда те, кто всем управляет в мире, правительств, религии, поймут, что что-то они упустили и сделали не так. И будут думать не о том, как больше денег вывести из бюджета, не как стравить людей на почве религиозной или национальной ненависти, а как и где они допустили ошибку, и люди вышли из их контроля и подчинения. И будут думать о спасении своих семей, своей жизни. И это только сторона, для чего устраивают демонстрации, митинг и волнение народа. А ведь это очень выгодное мероприятие, с доходом, позволяющим приумножить вложенные средства в сотни тысяч и даже миллионы раз. Если бы митинги и демонстрации приносили пользу народам, тогда их проводили каждый день во всех странах мира. Но они не только проводятся, и проведение их, наоборот, ограничивают. И дело не в людях, готовых просто отдать свою жизнь ради чиновников и их семей. Проблема в том, что ресурсы организма человека ограничены. Больной и ослабленный человек – проблема для любого государства. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал. Пусть у вас всегда будет радость, здоровье, деньги, белая ровная судьба, социальный рост, талант, творчество, позитивный взгляд на все вокруг.